14 декабря 1825 года. Восстание подавлено. Но старший сын императора, цесаревич Александр, еще дрожал от пережитого страха. Мальчик знал, что отец ушел исполнять свой долг, и что его за это могли убить. Государь велел вывести Александра во двор, где уже выстроился лейб-гвардии саперный батальон, часом ранее не позволивший бунтовщикам захватить дворец и его семью. Император поднял сына на руки и обратился к гвардейцам. «Я не нуждаюсь в защите, но его вверяю вашей охране», и передал им Александра. Бывалые солдаты со слезами на глазах кричали «Ура!». Юный наследник плыл на руках своей преданной охраны, и никто не думал, что однажды ему, будущему императору Александру II, придется исполнить свой долг, за который смогут убить. Он родился очень крупным, ростом в 61 сантиметр, как хороший трехмесячный младенец. Бабка императрицы Екатерина Великая в восторге писала: «В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря. Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом». Когда Николаю было 5 лет, его отец Павел I погиб от рук заговорщиков. Мальчик хорошо запомнил канун цареубийства. Его 3-летний брат Михаил примостился играть в стороне от других детей. Он выстраивал из крошечных повозок целый кортеж и вез оловянного солдатика-гренадера к катке с пальмой, где закапывал. На вопрос нянек, что он делает, ребенок отвечал: «Хороню отца». После смерти Павла императором стал брат Николая Александр Павлович, который был старше на 19 лет, а наследником престола второй брат Константин Павлович. В тот момент вступление на престол самого Николая не предполагалось. Он рос на попечении матери Марии Федоровны в строгих спартанских условиях и только в 17 лет получил разрешение вместе с младшим братом Михаилом отправиться в путешествие. Спустя много лет Николай вспоминал: «Мы начали жить и точно перешагнули одним разом из ребячества в свет, в жизнь. В Берлине увидел я в первый раз ту, которая возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь». 16-летняя принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, дочь прусского короля, была прекрасной партией для великого князя. Через 2 года они поженились. В православии Шарлотта стала Александрой Федоровной. Вскоре великий князь Николай Павлович был назначен главным инспектором корпуса инженеров и шефом лейб-гвардии саперного батальона. Имея феноменальную память, знал всех саперов в лицо. Впоследствии он часто будет повторять: «Я всего лишь старый гвардейский сапер». Каждый день ранний подъем, молитва, зарядка. Зарядкой служило делание с ружьем, исполнение довольно сложных ружейных приемов. Затем разработка инструкций, инспекции, смотры. То, что другие называли скучным, Николай страстно любил. А между тем его старший брат, император Александр I, уже несколько раз намекал Николаю, что хотел бы передать престол именно ему. Средний брат, цесаревич Константин, становиться императором категорически не хотел. В 1823 году Александр I подписал манифест, объявлявший наследником престола Николая. Но об этом знали только 4 человека, и самого Николая в их числе не было. 19 ноября 1825 года в Таганроге император Александр I скоропостижно скончался. Через 8 дней об этом узнали в Петербурге. На заседании Госсовета был оглашен манифест о наследнике престола. Но Николай уже успел присягнуть Константину и привести к присяге войска. Константин престол не принял.
через 2 недели прислал из Варшавы официальное отречение. Уникальный случай в мировой истории. Вместо того, чтобы оспаривать престол, братья Романовы настойчиво уступали его друг другу. Позднее граф Ланжерон отвесит им по-французски тонкий комплимент. «Члены вашей династии так благородны, что не поднимаются, а спускаются на престол». Однако в результате сложилась опаснейшая ситуация между царствия. Ею воспользовались заговорщики, которых потом назовут декабристами. Декабристы – участники тайных обществ, выступающие против самодержавия и крепостного права. В большинстве своем офицеры гвардии, все дворяне, многие весьма богатые и титулованные. Члены Северного общества во главе с Никитой Муравьевым выступали за конституционную монархию. Участники Южного общества во главе с Павлом Пестелем намеревались установить республику. Планировался военный переворот. Планы наиболее радикальных заговорщиков Рылеева и Пестеля включали также убийство всей царской фамилии, в том числе великих княжон, выданных замуж за границу и рожденных ими там детей, чтобы на российский престол уже никто не мог претендовать. На 14 декабря правительство назначило переприсягу новому императору. Накануне страшного дня Николай вечером посетил Михайловский замок, где погиб его отец. А вернувшись, попросил жену, если что-то случится, умереть с честью. 11:20. Николаю докладывают, что московский лейб-гвардейский полк отказался присягать и вышел на Сенатскую площадь. 11:30. В сопровождении дворцового караула император идет на площадь. 12:20. Генерал Милорадович пытается уговорить мятежных солдат. Декабрист Каховский стреляет в Милорадовича. 13:00. 900 мятежных лейб-гренадеров подходят к Зимнему. 13:20. Николай посылает митрополита Серафима образумить солдат. Владыку никто не слушает. 14:00. На Сенатской площади уже 3000 мятежников. Николай продолжает подтягивать верные ему войска, добиваясь 4-кратного превосходства. 16:10. Раздается первый залп картечью. Молодая императрица Александра Федоровна всю жизнь будет помнить этот день. Мы увидели, что вся площадь до самого Сената заполнена людьми. При первом залпе я упала в маленьком кабинете на колени. Как я молилась тогда! Так я еще никогда не молилась. Из-за потрясения, пережитого 14 декабря, императрица всю жизнь будет страдать нервными конвульсиями и сильными невралгическими болями. И без того худощавая она еще больше потеряет в весе и будет почти постоянно болеть. По приказу императора стреляли картечью поверх голов выстроившихся на площади солдат. Картечины, разлетаясь, попадали в стены зданий и в толпу зевак по периметру площади. В день восстания на Сенатской площади погибли 1 генерал, 18 офицеров, 282 солдата, 1170 штатских, в том числе 79 женщин и 150 детей. Всего 1271 человек. К следствию были привлечены 679 человек. Однако почти 2/3 из них оказались просто оговорены членами тайных обществ, чтобы придать заговору массовости. После суда 112 человек преданы гражданской казни с лишением всех прав состояния. 99 сосланы в Сибирь, в том числе 36 на каторгу. 9 офицеров разжалованы в солдаты. К смертной казни приговорено 36 человек. 31 через отсечение головы и 5 через четвертование. Император Николай личным решением смягчил наказание для всех. Смертные приговоры остались у 5: Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол,
Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Четвертование заменили повешением. Вдовам казненных император выплатил вспомоществование из собственных средств и назначил пенсию. Семьи осужденных получали денежное пособие из управления Генерального штаба в течение 20 лет. Дети были устроены в учебные заведения за казенный счет. Проекты декабристов Николай распорядился передать в специально учрежденный комитет. Граф Киселев, решительный противник крепостного права, чье имя значилось в списках заговорщиков, был привлечен императором к разработке крестьянской реформы. Принимая делегацию смоленских дворян, государь прямо сказал им: «Я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростью и обманом с одной стороны и невежеством с другой». При Николае I крепостное право превратилось в институт натуральной ренты. Помещикам было запрещено ссылать крестьян на каторгу, продавать их без земли. Крестьяне получили относительную свободу передвижения и право вести предпринимательскую деятельность. Доля крепостных крестьян в населении России сократилась с 57% до 35%. Количество крестьянских школ увеличилось с 60 до 2550. Поскольку по специальности Николай Павлович был военным инженером, он всегда интересовался техническими новинками и в 1835 году увлекся безумным, как тогда многие считали, проектом чугунки или железянки. К тому времени железных дорог общего пользования в мире было всего 3 – 2 в Англии и 1 в Америке. Николай тщательно изучил все предлагаемые проекты, и уже через год началось строительство экспериментальной дороги от Петербурга до Царского Села. А через 3 года, несмотря на возражения Комитета министров, он подписал указ о постройке железной дороги Петербург-Москва. Николаевская железная дорога на тот момент была самой длинной в мире – 649 километров и 700 метров. Строительство обошлось в 67 миллионов рублей, треть ежегодного бюджета империи. Все 34 станции и оба вокзала построены одним архитектором – Константином Тоном. Это самое большое архитектурное сооружение в мире. Ширина колеи – 1524 миллиметра, больше европейской на 89 миллиметров. Колея дороги была расширена по личному распоряжению императора. Он позаботился, чтобы по железной дороге не смог проехать неприятель. Спустя ровно 100 лет, в 1941 году эти 89 миллиметров сильно затруднят снабжение немецких войск. Группа армий «Центр» получит только треть боеприпасов, необходимых для взятия Москвы. Всего за Николаевскую эпоху было проложено около 1000 верст железнодорожного полотна, что дало стимул к развитию отечественного машиностроения. Объем промышленной продукции за 3 десятилетия вырос в 30 раз. Были построены первые в России шоссейные дороги с твердым покрытием. Трассы Москва-Петербург, Москва-Иркутск, Москва-Варшава. Городское население выросло в 2 раза. Промышленный переворот в России произошел именно при Николае I, императоре-инженере. Рабочий день императора начинался в 7 утра и длился 18 часов с короткими перерывами на еду и обязательными прогулками. Около 11 часов дня в любую погоду император в простой шинели, безо всякой охраны, прохаживался по Дворцовой набережной, раскланиваясь со знакомыми. Вечером после 8 часов он мог позволить себе отдых, выпить чаю с семьей, поехать с женой на прогулку, отправиться в театр или на маскарад. Возвращаясь за полночь к себе, порой еще до 3 часов ночи работал. Потом, пройдя на цыпочках мимо спящего камердинера, сам раздевался и укладывался спать. Император ел мало, предпочитал простую здоровую пищу. Особенно любил телячьи рубленые котлеты с картофельным пюре, мог на ужин удовлетвориться горбушкой черного хлеба или соленым огурцом. В дороге и того проще: гречневая каша и щи, можно в одну тарелку. Пил обычно минеральную воду из Зальцбурга и крайне редко бордосские вина. Никогда не курил, во всем любил порядок, был крайне педантичен.
Говорили, что взгляд императора не могут выдержать слабонервные люди. В присутствии него порой падали в обморок дамы, но не от страха, а в порыве обожания. Николай Павлович слыл одним из красивейших мужчин Европы. Рост 189 сантиметров, широкие плечи, атлетическое телосложение. Ходили слухи, что он подкладывает под мундир вату для внушительности, но его личные врачи свидетельствовали, что это не так, просто император обладал необыкновенно широкой грудной клеткой. По моде того времени он туго перетягивал талию. Он не мог позволить себе расслабиться ни на минуту. Император должен быть безупречен во всем. Не случайно именно он станет эталоном для всех следующих Романовых. Статичность и стабильность Николай считал абсолютным благом для государства. Тогдашние газетные карикатуристы изображали Францию как бутылку шампанского, из которой вышибла пробку, а Россию как штоф водки, в котором нет ни пузырька. Но в конце 40-х, когда всю Европу сотрясали революционные волнения, избежать беспорядков удалось только Англии, Нидерландам и России. 30-летнее царствование Николая I оказалось самым стабильным временем в истории императорской России. Систему управления огромной империей Николай Павлович замкнул на себе. Ни один маломальски серьезный документ не обходился без его резолюции. Главным учреждением в государстве стала собственная его императорского величества канцелярия. Первое отделение его императорского величества канцелярии отвечало за подготовку высочайших указов и контроль за их исполнением. Второе отделение занималось подготовкой единого свода законов Российской империи. Третье отделение – политический сыск, цензура, розыск фальшивомонетчиков и расследование жалоб крестьян на помещиков. Четвертое, или ведомство императрицы Марии Федоровны, дела благотворительности, в том числе приюты, больницы и женское образование. Пятое отделение – подготовка крестьянской реформы. Знаменитое третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, являлось высшей полицией. Его главная задача состояла в надзоре за исполнением законодательства, причем в первую очередь государственными органами. Личный состав насчитывал всего 36 сотрудников. Возглавлял третье отделение герой войны 12-го года и личный друг императора граф Александр Бенкендорф. Он же руководил корпусом жандармов, от французского «жандарм» – вооруженные люди, которые исполняли роль внутренних войск общей численностью 4000 человек. Престиж и авторитет корпуса был очень высок. Не случайно в финале гоголевского «Ревизора» в знаменитой немой сцене появляется именно жандарм. Только благодаря заступничеству императора пьесу удалось поставить. Императору, который вошел в историю как реакционер, в голову не пришло запретить сатирическую пьесу. А первое, что он сделал после коронации, вернул из ссылки опального поэта Пушкина. Они были почти ровесники. Николай старше на 3 года. Император освободил Пушкина от общей цензуры, заявив, что он сам, лично будет его цензором. Пушкин посвятил Николаю в общей сложности 9 стихотворений. Николай несколько раз личным вмешательством спасал Пушкина от неприятностей и даже оплатил его долги. В общей сложности 165 тысяч рублей. 198 миллионов на нынешние деньги. А в это время корнет лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов за серьезные дисциплинарные нарушения был переведен в действующую армию на нескончаемую Кавказскую войну. Кавказская война – завоевание русской императорской армией территорий Северного Кавказа. Началась в 1817 году при Александре I. Пика достигла в 30-е годы при Николае, когда горцы Чечни и Дагестана во главе с имамом Шамилем объявили русским газоват – священную войну. Окончится пленением Шамиля и покорением Северного Кавказа только в 60-е годы при Александре II. А тем временем в Европе сложилась целая коалиция против России.
Европейские державы давно были озабочены внешнеполитической и военной активностью Николая I. За четверть века русские войска выиграли 2 локальные войны с Персией и Турцией и подавили 2 восстания в Польше и Венгрии, после чего Николай получил прозвище «Жандарм Европы». Осенью 1853 года началась Крымская война. В ноябре на Кавказе русские войска разбили турецкую армию, а в Синопской бухте эскадра адмирала Нахимова уничтожила турецкий флот. Через 4 дня после Синопского сражения в Черном море появились английская и французская эскадры. К весне следующего года Россия оказалась в состоянии войны с Англией, Францией, Турцией, Сардинией. Австрия и Пруссия держали враждебный нейтралитет. Эта позиция бывших союзников, которые были многим обязаны России, оскорбила императора. Война развернулась фактически на 3 театрах – в Крыму, на Кавказе и на Белом море. Английская эскадра предприняла попытку осадить Соловецкий монастырь, но братья сумела выкатить несколько старых пушек и отбить огонь неприятеля. На Кавказе русские войска также одержали победу. Но в Крыму события складывались трагически. Для обороны Севастополя не хватало ни сил, ни технических средств. Паровые суда в русском флоте занимали 30%, во флоте союзников – 70%. Русскую парусную эскадру адмиралу Нахимову пришлось затопить поперек фарватера. И только так удалось защитить от англо-французского парового флота Севастопольскую бухту. При обороне Севастополя погибли 127 587 человек. Всего потери русской армии составили 143 тысячи человек. Это была катастрофа. Русские солдаты показывали чудеса героизма и изобретательности. Но, тем не менее, Черноморский флот был уничтожен. В момент разрыва отношений с Англией Николай I сказал послу: «Может быть, я надену траур по русскому флоту, но никогда не буду носить траур по русской чести». Николай был раздавлен. Он лишился сна. Врачи предупреждали, что резервы его организма на исходе, но император никого не слушал. В личной беседе Николай как-то сказал: «Если бы я мог выбирать, я бы никогда не выбрал бы своего нынешнего положения. Но я часовой, получивший приказ, и стараюсь выполнять его как могу». В конце января император серьезно простудился. Личный врач категорически запретил ему выходить на мороз, но нужно было принять парад войск, которые отправлялись в Крым на войну. Император сказал врачу: «Ты исполнил свой долг, позволь же мне исполнить мой». И в легком конногвардейском мундире вышел к войскам на ледяной ветер. Вскоре у него обнаружились признаки пневмонии. 17 февраля начался паралич легких. Император был в полном сознании и понимал, что через несколько часов умрет от удушья. Он успел помолиться и проститься с близкими. Узнав, что прибыл курьер из Крыма со спешным донесением, Николай I показал на сына. «Это теперь не ко мне, а к нему». Александру он сказал: «Передаю тебе команду совсем не в том порядке, в котором хотел передать». 18 февраля в 12 часов 30 минут над Зимним дворцом подняли траурный флаг. Главный часовой империи сдал свой пост. Николай I умер в возрасте 59 лет. На престол вступил 37-летний Александр Николаевич. Ему предстояло сделать то, что не удалось в свое время ни его прабабке Екатерине II, ни его дяде Александру I, ни отцу Николаю I. В историю Александр II войдет как освободитель. Его отец говорил:
Хочу воспитать в сыне человека, прежде чем сделать из него государя. В наставники для цесаревича были приглашены ученые с либеральными взглядами. Штат преподавателей возглавил знаменитый поэт-романтик Василий Жуковский. Когда Александру было 13, отец зашел к нему как раз посреди урока о восстании декабристов. «А ты как поступил бы на моем месте?» – спросил Николай. «Простил», – ответил Александр. После завершения обучения наследник отправился в путешествие по России. Проехал 30 тысяч километров и посетил 30 губерний. Первым из Романовых пересек границу Европы и Азии и побывал в Сибири. В Тобольске цесаревич встретился с декабристами и постарался как мог облегчить их участь. В Вятке познакомился с сосланным туда Александром Герценом. Молодые люди быстро нашли общий язык, и впоследствии Александр сделает все возможное, чтобы Герцена освободили от полицейского надзора. Позже Герцен будет писать оды царю-реформатору. Александр II сделал много, очень много. Его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав. Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. А еще через несколько лет Герцен из Лондона развернет свою революционную агитацию, станет призывать Русь к топору, многое сделает для создания антиправительственного общественного мнения и в какой-то мере станет косвенным виновником гибели императора. Еще будучи цесаревичем, Александр часто действовал по велению сердца, а не рассудка, к неудовольствию своего сурового отца. В Александре все больше проявлялись нецарские черты – легкомыслие, мягкость и чувствительность. Наследник российского престола более всего походил на прекрасного принца из сказки и все время норовил найти себе золушку, влюбляясь в молоденьких фрейлин. В 1838 году родители отправили Александра в Европу на поиски невесты среди европейских принцесс. В Дармштадте наследнику понравилась 16-летняя принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская, хрупкий большеглазый ангел. А в Лондоне Александр был представлен ее величеству королеве. Виктории было 20 лет, и она как раз присматривала себе жениха среди европейских принцев. Королева Виктория записала в своем дневнике: «Я нашла великого князя чрезвычайно привлекательным. У него красивые синие глаза. Он всего на год старше меня. Мы танцевали на балу до 3:15 ночи. Он такой неимоверно сильный и так скоро кружится. Мы кружились вихрем. Я никогда не была так счастлива». Влюбленный Александр уже собирался отказаться от российского престола, чтобы стать британским принцем-консортом. Но свита о таком даже и помыслить не могла. В отношении венценосных Ромео и Джульетты вмешались и напомнили пылкому цесаревичу о его долге перед Россией и о маленькой гессенской принцессе. Этот союз был всеми одобрен, и они обвенчались. В православии Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария приняла имя Марии Александровны. Первые несколько лет Александр был страстно влюблен в юную жену и баловал ее, не ограничивая свою фантазию. Например, по его приказу осенью в столовой установили в огромной катке живую яблоню с плодами, чтобы Мария сама могла сорвать понравившееся ей яблоко. Но спустя несколько лет романтика исчезла. Они практически не бывали наедине. В присутствии придворных вели дежурные разговоры о здоровье, о детях, о погоде. Вместе участвовали в церемониях и наносили визиты, а вечером расходились по разным спальням. Императрица, ослабленная петербургским климатом и частыми родами, заболела чахоткой, туберкулезом, и к 36 годам, родив 6 детей, она превратилась в тень самой себя. Вспыхивали и гасли мимолетные царские увлечения. Светские дамы, фрейлины, старшекурсницы Смольного института благородных девиц.
Тогда, в самом начале царствования, ему все прощали, и все его любили. С Александром II связывали самые радужные, самые ослепительные надежды. Кто не жил в России в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь, писал Лев Толстой. На престол вступил зрелый, 37-летний, хорошо подготовленный правитель, который уже много лет участвовал в работе государственных комитетов. Ему удалось разрушить внешнеполитическую блокаду России. Был подписан Парижский мирный трактат, по которому российские потери в Крымской войне оказались не так велики. Правда, Россия утрачивала верховенство в европейской политике. Но решение этой проблемы молодой император оставил на потом. В одном из первых своих обращений к представителям дворянства император заявил: «Существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, когда оно само собой станет отменяться снизу». Прежде российские императоры не решались на отмену крепостного права, опасаясь дворянской оппозиции. Но Александру отступать было некуда. Он понимал, один неверный шаг, и России грозит либо военный переворот, либо новая пугачевщина. После 7 лет споров и обсуждений 19 февраля 1861 года император подписал манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей. Основные положения реформы. Крестьяне освобождались землей, которую должны были выкупить у помещиков. Правительство оказывало содействие выкупу субсидиями и долгосрочным кредитом. Крестьяне платили 20%, государство – 80%. Выкупаемые наделы оказались меньше используемых на 30%. Сумма выкупа намного больше их реальной стоимости. Крестьяне стали должниками казны на много десятилетий вперед. Земля распределилась так. У 99 миллионов 800 тысяч крестьян 71% населения, 33 миллиона 700 тысяч десятин. У 1 миллиона 700 тысяч дворян 1,5% населения, 71,5 миллион десятин. Вслед за отменой крепостного права началась цепная реакция реформ. Необходима была новая система для управления новой страной. Земская и городская реформы создали выборные органы местного самоуправления, земства и городские думы, которые сами решали хозяйственные и бюджетные вопросы. Реформа образования сделала доступным среднее и высшее образование. Увеличена сеть народных школ, созданы училища для разночинцев, учреждены первые общеобразовательные курсы для женщин. Университеты получили особый статус и относительную автономию. Судебная реформа установила равенство всех сословий перед законом. Состязательный процесс с участием адвокатов, институт присяжных поверенных, гласность и публичность судебных заседаний. Военная реформа. Отменены телесные наказания в армии. Проведено полное перевооружение нарезными винтовками и пушками. Вместо рекрутского набора введена всесословная воинская повинность. Это были первые в истории России демократические преобразования. Когда один из старых сановников сказал императору: «Освобождение крестьян может привести людей к мысли о Конституции», Александр II отвечал ему: «Что ж, если это точно будет желание России, и если она к этому созрела, я готов». Александр ставил своим министрам и советникам жесткие сроки подготовки проектов и сам всегда точно вписывался в график, хотя на его стол ежедневно ложились толстые пакеты документов. Ему необходимо было завершить все, что не успел сделать его отец. В первую очередь, закончить войну на Кавказе. Затяжная Кавказская война закончилась в 1864 году покорением Чечни, Дагестана, Черкесии и Абхазии. Завоевание Бухарского Эмирата и Хивинского ханства включило в состав России весь Туркестан вплоть до Кушки, который останется самой южной точкой империи еще более 100 лет, до распада СССР.
Единственной территориальной потерей в этот период стала Аляска. 1,5 миллиона квадратных километров негодной для земледелия и практически необжитой земли были проданы Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом, в нынешнем эквиваленте 108 миллионов долларов. Сделка считалась очень выгодной. Обычно Александр Николаевич работал с небольшими перерывами с 9 утра до обеда, который начинался в 6 часов вечера. Дальше было уже приватное время, которое он посвящал семье и светским приемам. Его главным увлечением была охота. Особенно он любил большие зверовые охоты на медведей, лосей, зубров. Впрочем, вскоре гораздо опаснее для него станут обычные прогулки, когда охоту объявят на него самого. Александр II был последним в истории России правителем, который мог позволить себе просто гулять по городу без вооруженной охраны и какого-либо сопровождения. Едва ли не каждый день в летнем саду петербуржцы старательно делали вид, что не узнают господина, портреты которого висели во всех присутственных местах, и шептались: «Государь прогуливает свою дамуазель». Александру было 48, и он давно потерял счет своим романам. Воспитанница Смольного института, 19-летняя княжна Екатерина Долгорукова, сначала ему просто понравилась. Но уже после нескольких совершенно невинных свиданий император влюбился не на шутку. Много лет спустя Екатерина вспоминала: Он обращался со мной, как со священным предметом. Это так благородно и прекрасно. Мы каждый день встречались, сумасшедшие от счастья любить и понимать друг друга всецело. Он поклялся мне перед образом, что предан мне навсегда, и что единственная его мечта — жениться на мне, если когда-нибудь он будет свободен. «4 апреля 1866 года после очередного свидания государь в превосходном настроении шел от ворот летнего сада, поджидавшей его карете. Он не сразу понял, что треск, отдавшийся гулким эхом над липами, — это звук выстрела. Император вполне отдавал себе отчет, что противники реформ могут попытаться свергнуть его с престола, даже убить. Когда-то старая гадалка предсказала, что он переживет 7 покушений, и Александр всегда об этом помнил. Первое покушение совершил 26-летний террорист-одиночка Дмитрий Каракозов из обедневших дворян, бывший студент, сторонник тактики индивидуального террора. Считал, что цареубийство спровоцирует народ на революцию. Стоявший рядом крестьянин Комиссаров ударил его по руке с пистолетом, и пуля пролетела над головой царя. Схваченный Каракозов сказал, что стрелял в царя, потому что тот обманул народ реформой, дал слишком мало земли. Потрясена была вся страна, а более всех сам Александр. В 1863 году выдающийся историк Сергей Соловьев объяснял состояние страны и императора. Крайности – дело легкое. Легко было завинчивать при Николае, легко было поспешно развинчивать при Александре II. Но тормозить экипаж при этом судорожном спуске – дело чрезвычайно трудное. Преобразователь вроде Петра Великого при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, и экипаж безопасен. Но преобразователи, как Александр II, пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют. И потому экипажу грозит гибель. А между тем Александру хватало проблем на личном фронте. Тайный роман страшно возмутил его родственников и приближенных. И Долгорукову пришлось на время отправить за границу. Но французский король пригласил на Всемирную выставку, и Александр тут же отправился в Париж.
Они бродили, никем не узнанные, по большим бульварам. Ездили на прогулки в знаменитые парижские парки. Из письма Александра II к Екатерине. «Я безумно люблю тебя. И эти милые, проведенные вместе дни делают меня бесконечно счастливым. Влюбленные не знали, что за ними везде следовали сотрудники французской тайной полиции. Но никакие меры по охране не помогли». Второе покушение совершил польский националист Антон Березовский. Он выстрелил в Александра, когда тот вместе с императором Наполеоном III возвращался с военного смотра в открытом экипаже. Пуля попала в лошадь. Александр начал уже привыкать к постоянной опасности. Когда началась очередная война с Турцией, государь отправился на фронт и, несмотря на все усилия охраны, постоянно оказывался под огнем. Этой войне, целью которой было освобождение православных болгар и сербов от турецкого гнета, сочувствовала вся Россия, и император не мог не оказаться на передовой. Война окончилась полной победой России. Болгария стала независимым государством. И по сей день в каждой болгарской церкви во время каждой литургии поминают Александра II, царя-освободителя. 2 апреля 1879 года, когда император возвращался с обычной своей утренней прогулки, с ним поздоровался прохожий. Александр рассеянно ответил на приветствие и тут же увидел в руке прохожего пистолет. 60-летний Александр II, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, побежал, как загнанный волк, зигзагами и скачками, чтобы труднее было попасть. За ним почти по пятам следовал убийца. Третье покушение совершил 33-летний разночинец Александр Соловьев, член тайного революционного общества «Земля и воля». Цареубийство задумал самостоятельно, рассчитывая на переворот. Во время погони за императором успел сделать 4 выстрела с расстояния около 10 шагов. Все пули ушли мимо. Вскоре возникла радикальная террористическая организация «Народная воля». Ее руководители Софья Перовская и Андрей Желябов стали профессионально готовить убийство императора. Четвертое покушение. В ноябре 1879 года группа Желябова заложила мину с электрическим взрывателем под железнодорожным полотном на пути следования государя у города Александровск. Мина не сработала. Пятое покушение. Группа Перовской заложила мину на железной дороге под Москвой. Террористы знали, что сначала идет поезд свиты, но по случайности первым в этот раз проследовал царский поезд. Покушение не удалось. 22 мая 1880 года умерла императрица Мария Александровна. А уже 6 июля, едва выждав 40 дней, Александр Николаевич обвенчался с Екатериной Долгоруковой, которой был дарован титул княгини Юрьевской. Венчание прошло в небольшой комнате Царско-сельского дворца, у скромного алтаря походной церкви, в обстановке строгой секретности, потому что брак Александра II не желал принять никто при дворе. Александр Николаевич торопился. Ему надо было успеть обеспечить будущее жены и детей. Усиление охраны не помогало. Смерть постоянно была где-то рядом. Шестое покушение. Народоволец Степан Халтурин устроился плотником в Зимний дворец и за полгода понемногу пронес в подвал под царской столовой 30 килограммов динамита. При взрыве 5 февраля 1880 года погибло 11 человек, ранено 56, все солдаты караульной службы. Императора в столовой не оказалось, он встречал опоздавшего гостя. Через несколько дней император написал сыну: «Дорогой Саша, в случае моей гибели поручаю тебе мою жену и детей».
С недавнего времени Александр Николаевич стал находить на подоконнике своей спальни растерзанных голубей. Выяснилось, что на крыше дворца поселился коршун. Когда его поймали, он оказался таких исполинских размеров, что был помещен в кунсткамеру. Издерганный, больной, загнанный император мечтал теперь только об одном – отречься от престола в пользу взрослого сына и уехать с женой и детьми в Ниццу. Но оставалось еще одно важное дело. По его поручению был разработан проект об учреждении в России выборного собрания, первый шаг к парламенту и конституции. Александр Николаевич уже утвердил его, и на 4 марта 1881 года было назначено обсуждение проекта на Совете министров, вслед за которым он вступит в силу. На 1 марта у государя было намечено присутствие в Михайловском манеже на разводе караулов. На обратном пути он заехал в Михайловский дворец к двоюродной сестре великой княгине Екатерине Михайловне, выпить чаю, поделиться планами отъезда в Ниццу. В 2 часа 10 минут пополудни император вышел от нее и сел в карету. В 3 часа ему нужно быть уже в Зимнем. Он обещал жене повести ее на прогулку. Проехав Инженерную улицу, царская карета повернула на набережную Екатерининского канала. Рядом следовали 6 казаков конвоя. Вслед ехали на 2 санях офицеры охраны во главе с полицмейстером Дворжицким. По набережной шел мальчик с хлебной корзиной. Немного поодаль артиллерийский офицер. На повороте Александр Николаевич успел заметить молодую женщину, которая махала кому-то белым платком. Когда перед каретой внезапно возник человек со свертком в руках, император уже понял – будет взрыв. 7-е покушение совершил 20-летний народоволец Николай Рысаков, один из 2 бомбистов, дежуривших на Екатерининской набережной. Сигнал к действию подала Софья Перовская. Рысаков бросил в царскую карету самодельную бомбу и попытался убежать, но поскользнулся и был схвачен. Взрывом убиты 2 казака-конвоя и мальчик-прохожий. Ранены 3 лошади. Повреждены передние колеса и козла кареты. Император не пострадал. Полицмейстер, полковник Адриан Дворжицкий, который оказался рядом с императором, вспоминал. Государь был совершенно спокоен. Я предложил его величеству поехать в моих санях во дворец. Государь сказал: «Хорошо, только покажите преступника». Кучер Фрол тоже просил государя поехать дальше, но его величество подошел к Рысакову. Император посмотрел в глаза своему несостоявшемуся убийце. Он пережил 7-е покушение. Теперь все позади. Но из-за него пострадали невинные люди, и Александр Николаевич пошел к месту взрыва к раненым. За ним следовал полицмейстер Дворжицкий. Я не успел сделать и 3 шагов, как был оглушен новым взрывом. Среди дыма и снежного тумана я услыхал слабый голос Его Величества: «Помоги». Я приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что ноги Его Величества раздроблены. 2-ю бомбу бросил 25-летний Игнатий Гриневицкий, взорвав себя вместе с императором. Последними словами государя были: «Скорее домой, умереть во дворце». Он умер через час в своем рабочем кабинете в Зимнем. Александру II было 62 года. Великий князь Александр Михайлович, племянник императора, писал: «Тысячи толпились около Зимнего дворца.
Никто не спрашивал ничего. Широкие пятна темной крови указывали путь по мраморным ступеням лестницы и по коридору, ведущему в кабинет императора. Мы понимали, что идиллическая Россия с царем-батюшкой и его верноподданным народом перестала существовать. Будущее не только Российской империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения. Александр II дал своей стране то, что она ждала несколько веков. Но казалось, что он освободил не только крестьян. На свободу вырвалась новая, прежде неизвестная сила – революция.